Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же она настоящая? Давайте-ка ее выведем на чистую воду. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И снова к нам пришла королева мечей, да? Знаете, у вас есть какое-то разочарование в женщинах. Вот вы почему-то то ли не доверяете женщинам, да? То ли вы вообще обозлились на многих женщин просто потому, что в вашей жизни когда-то была та самая, которую вы любили, но она не оценила вашей любви. Это была такая главная, основная, наверное, и самая большая боль в вашей жизни. Вот эта вот предательница, которая мечевая королева у нас вышла. Она оставила в вашей жизни неизгладимый след. И теперь вот из-за нее у кого-то может проиграться даже не один раз. Такая история была. 2-3 женщины, да, может быть, предавали. Вот из-за нее вы теперь очень и очень осторожничаете с другими женщинами. Есть момент недоверия, есть момент вообще каких-то страхов перед новыми отношениями. Есть момент того, что вы опасаетесь предательства, да, вот повторения вашей истории в каком-то смысле. Опять же, это происходит все очень подсознательно. Это не значит, что вы ходите и думаете: ой, не буду ни с кем связываться, ой, она такая-сякая. Нет, это настолько вот машинально, это уже на автоматизме просто. Вот вы внутренне не готовы вступить в отношения. Хотя на самом деле вы человек, который умеет любить. Вы умеете и любить, и ценить. Вы очень цените поступки, которые делают женщины ради вас. Да, понятно, когда-то в вашей жизни были и такие моменты, когда женщины что-то для вас делали, да. Пусть это было в начале отношений, когда вам отдавали хоть немножечко той самой любви, заботы, нежности, ласки. Вы безумно цените. Вы из тех мужчин, которые вот готовы, ну реально, снять последнюю рубашку и отдать ради любимого человека. Вы из тех людей, которым сделаешь на 1 копейку, а вы готовы отдать на 1 000 000. Вот вы настолько человек открытый, настолько душевный, настолько цените вот именно взаимоотношения между мужчиной и женщиной, да. Для вас настолько они важны, вот именно постоянство, одна женщина. Я не вижу, чтобы вы стремились заводить какие-то романы. Хотя вы имеете полно возможностей, да, и с той можно пофлиртовать, и с этой, и 5-ю, и 10-ю, да, и на ночку пригласить кого-то. Но вы этого не делаете, потому что это не про вас. Да, полно красоток вокруг, но вы не будете ни с кем ничего иметь, если у вас не ёкает. Но вы не можете даже вот, ну я не знаю, даже вплоть до того, что спать вам будет противно с женщиной, которая вам безразлична. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Для вас очень важно именно душевное родство, да, хотя бы симпатия какая-то должна быть к женщине, как минимум. Вы человек, который в каком-то смысле полагаетесь на судьбу, вы верите в судьбу, и я думаю, что вы даже, может быть, рассуждаете так, что но если не суждено, значит не суждено, значит такая судьба, да? Хотя вам больно, хотя вам обидно. Но опять же, судьба – это то, на что вы опираетесь в каком-то смысле. Но опять же у нас выпадает, что вы человек семьи, да? Вот вы человек, которому важна любовь с одной женщиной, важна семья. Вы человек, который умеет, знаете, вот у вас есть такое качество, вы можете, ну как вот назвать, вот я даже не знаю, каким словом, объединить, что ли, вот всю семью за одним столом, да, когда вот дети, родители, там бабушки, дедушки, когда все-все-все собираются, вот вы умеете
создать такую атмосферу в доме, вот атмосфера гостеприимства. Вы умеете прекрасно готовить, между прочим, так что не скромничайте. Вы можете дать фору многим женщинам по своим каким-то вот даже кулинарным способностям. Напишите в комментариях, какое блюдо у вас лучше всего получается. Пишите, не стесняйтесь, потому что я все равно знаю, что вы умеете готовить. Далее. Есть такой момент, что вот сейчас вам, конечно, тяжеловато вот именно на душе. Вот тяжеловато. Почему тяжело? Но опять же, это все связано с потерей семьи, с потерей любви и то, что рядом нет любимой женщины. Вот вам некомфортно быть одному, вот как ни крути. Вы человек, которому просто жизненно необходима женщина, любимая женщина. Поэтому некомфортно, поэтому одиноко, поэтому, есть такой пессимизм, что ли, немножко. Итак, давайте будем далее разбираться, да? Какая же женщина пришла к нам на расклад? Попробуем вывести ее на чистую воду. Эта женщина находится далеко. С ней вы либо же не общаетесь, либо же стараетесь, по минимуму общаться. Почему? Потому что из-за нее вы стали одиноким. Это вот ваша распрекрасная королева Пентаклей, которая ориентирована на деньги, которая злючка, да, вот она у нас выпала, снежная королева, которая любит исключительно себя, которая может даже к детям не очень нежно и ласково относиться. Поэтому может даже проиграться, что вам хотелось бы вот забыть ее как кошмарный сон. Вот как получается, да, в жизни. Когда-то вы ее безумно любили, когда-то были готовы звезду с неба достать, да, а сейчас хотелось бы вот реально забыть. Потому что перевернула вашу жизнь, потому что сделала больно и потому что, кстати, ребятушки, она еще и детей ваших настраивает против вас. Вы в курсе вообще? Я сейчас говорю, понятное дело, о тех, у кого дети уже, чуть постарше, да, может быть, там подростковый возраст, либо же еще старше. Она настраивает реально детей, она может всякие небылицы рассказывать, может гадости разные о вас рассказывать. Но это чисто из зловредности. Я вам скажу, что она сама глубоко несчастный человек. Мы сейчас будем разбираться, где собака зарыта, почему она такая. Итак, какая же она настоящая? Будем сейчас выводить ее на чистую воду. Смотрите, у нее может опять же проиграться ситуация, что она то ли не из общей... Как же выразиться сейчас? Что-то у меня сегодня заплетык языкается. Что-то последнее время я, наверное, переработала уже. Из неблагополучной семьи, скорее всего. Либо же там может проиграться, смотрите, какая-то холодность матери. Холодность со стороны отца, либо же она с отчимом выросла. Там могут быть пьющие родители. Но опять же, у каждого может проиграться по-своему, да? Здесь девочка, которая была глубоко несчастная, даже еще из детства. Я понимаю, что вы эту историю можете не знать, либо же знать частично, но смотрите, здесь может быть ситуация, сейчас посмотрю еще. Опять же, ребят, помним, что это общий расклад. Здесь может быть ситуация, когда к ней, реально, то ли это жестокое какое-то отношение было. Здесь родом из детства идет. Вы знаете, у меня почему-то идет такая информация, вот как будто птичку в клетке закрыли, да, и не выпускают. Какое-то ограничение свободы могло у нее быть. То есть это жестокая мать могла, либо же отец, отчим, да, вот с кем она жила. Были, возможно, моральные какие-то унижения, да.
Ну, то есть она вот выросла, и у нее столько комплексов в душе. Вот она, в принципе, она не склонна к тому, чтобы направо и налево рассказывать о своем каком-то печальном детстве, печальном опыте. Здесь может проиграться, что она даже в подростковом возрасте, ну то есть в таком в очень раннем возрасте, начала заглядывать в рюмку чая. Она могла в раннем возрасте начать бегать, прыгать по мальчикам, по жезлам прыгать, да? Именно из-за того, что она не из такой вот семьи, неблагополучной, так скажем, да? Это женщина, которая, в принципе, вот, ну реально, она вот какая-то глубоко несчастная. Я вот смотрю на расклады, то, что мне идет, да, я вот просто в шоковом шоке. Мой шок в шоке, да? Она любит даже, кстати, мальчиков помоложе, я вам скажу. Кому-то это будет открытие, а кому-то это будет шок. У нее много страхов. Страхи сейчас давайте вот уточним. Страх, что она не будет признана. Отсюда идет ее вот эта вот снежная королева, включенная. Отсюда идет ее такое не очень хорошее отношение к людям. Она самоутверждается за счет других людей. То есть, понимаете, здесь, если копать, здесь проблема еще родом из детства. Она глубоко несчастный человек с детства. И я думаю, скорее всего, она, ну, мало кому рассказывала об этом. Это знают только, ну, самые такие близкие люди. Здесь могли быть какие-то даже в детстве приставания отчима. Здесь могли быть даже моменты, когда в детстве, вот если, допустим, отчим, либо какая-то еще там не очень хорошая семья была, да, у них, которые очень любили рюмочки, могли даже чуть ли не в детстве давать ей уже попробовать вот эту гадость, да, вот. Ну, то есть здесь очень много моментов может проигрываться, просто общий расклад, я пытаюсь вам с разных сторон это объяснить, ну, я в шоке, если честно. Это женщина, которая пережила в свое время, может быть, даже не один нервный срыв. Напишите в комментариях, знаете вы об этом или нет. Может даже, кстати, проигрываться, что есть какое-то вот, ну, нервное расстройство, реально. Здесь не просто нервишки шалят, а здесь уже, ну, я думаю, здесь психика затронута. Психотравма здесь очень глубокая, поэтому вот эта королева, которую она пытается включать, но это ее защитная реакция родом из детства, когда ее унижали, когда оскорбляли, когда всячески издевались как могли. Она выросла, и эта девочка теперь стала, ну, подобным образом относиться к мужчинам. Кто-то к детям так может относиться, кто-то может и к окружающим точно так относиться, понимаете? Она самоутверждается такой вот, таким вот поведением, что ли, да? Я вот пытаюсь подобрать слова, и у меня как-то слова даже не складываются, потому что, ну, я реально, я в таком шоке, я даже не знаю, как это вам преподнести. У меня такой поток информации идет, я не знаю даже за что ухватиться сразу. Это просто жесть. Это женщина, которая, знаете, вот она в принципе, вот если копнуть очень глубоко, она не такая плохая. И вы ведь когда-то в нее влюбились, да, вот она не была такая плохая. Но когда у человека есть какие-то вот комплексы, проблемы психического характера, которые идут родом из детства, если, ну, как бы специалист, если не будет помогать, то они усугубляются. Здесь даже может быть такой момент, что если бы она в свое время, ну, даже в начале ваших отношений показалась специалисту, да, тому же психологу, неврологу, да, которые провели бы хорошую работу с ней, я думаю, она не пошла бы направо-налево, и она бы немножко по-другому себя вела. Вот коррекция поведения была бы. Здесь нужна, конечно же, большая работа специалиста.
я думаю, не было бы тех последствий с бедствиями, вот которые у нее начались потом. Потому что когда человеку не помогают специалисты, это как снежный ком. Это все больше и больше, оно накапливается, вот эти все проблемы, все комплексы, страхи, и потом может трэш настать. Понимаете, у нее еще проблема, вот несмотря на то, что она, да, периодически она прыгает по жезлам, она нравится мужчинам, не без этого. Но тем не менее, она чувствует себя глубоко несчастным человеком. Вот она не чувствует себя нужной. Вроде бы да, вроде бы и там и симпатичная, и мужчинам нравится, да, женихи периодически у нее там то один, то другой. Но она не чувствует любви. Вот она такой человек, который не может, знаете, вот она не может долго находиться в одних отношениях. Вот еще в чем фишка. Знаете, это для меня, конечно, непонятные вещи, но она долго не может находиться с одним мужчиной в отношениях. Почему? Почему? Она себя чувствует как минимум некомфортно. Она себя чувствует тогда, как будто вот она, ну как в клетке, что ли, да? Вот она должна быть привязана к одному мужчине, и ей некомфортно становится. Она не может хранить верность, потому что ей некомфортно вот как-то внутренне, что ли. Это мы сейчас уже такие глубины рассматриваем, что ну чуть ли не психоанализ делаем ей. Понимаете? То есть как человек, я не могу сказать, что она такая, ну, страшная, плохая, такая-сякая. Здесь человек с глубокими психотравмами с детства. Здесь человек, которого нужно показывать специалисту. И чем быстрее, тем лучше. Но это уже как бы, я думаю, вас не касается, потому что вы уже не вместе. Но вот еще раз говорю, если ее хорошенечко так пролечить, она не будет творить того, что творила раньше. Это может даже в поведении проявиться, это может в отношении к людям проявиться. Она немножко поменяется. Я не говорю, что она станет кардинально другой, потому что детские травмы, они порой через всю жизнь проходят с человеком. Поэтому, знаете, вот это глубоко несчастный человек, я еще раз повторяю, которого можно только пожалеть. В принципе, я не могу сказать, что у нее как-то жизнь особо наладится. Вот она так и будет плыть по течению, будет менять жезлы. Да, я сомневаюсь очень, что она пойдет к какому-то специалисту, потому что она сама этого не осознает особо. Очень часто люди, многие люди, они не понимают, что у них есть какая-то нервно-психическая проблема. В этом вся и беда. Поэтому вот она и так и будет дальше одиноко плыть по течению. То есть жезлы у нее будут периодически, но чувствовать она себя будет с ними очень одиноко. Вот такой грустный расклад у нас сегодня был. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!